Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад 2025 год. Год змеи. Давайте посмотрим, как изменится ваша жизнь. Какие события в 2025 году ожидают ваш знак зодиака. Конечно, будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но подсказки какие-то будут. Потому что жизнь наша не бывает полностью предсказуема. И если мы допускаем, что как-то вот события идут своим чередом, то тогда мы готовы к каким-то новым возможностям. И 2025 год будет некоторым продолжением 2024. Ведь это год змеи. Энергетика отчасти похожа, потому что дракон и змея очень хорошо вместе ладят. И поэтому те проекты, которые, возможно, у вас были начаты, или то, пусть даже где-то к концу года, вы придете к выводу, что да, вот я буду развивать какое-то направление, или какая-то тема мне будет интересна, или, может быть, отношения, мои дорогие, до конца 2024 года у вас определяться. Вы поймете, с кем вам хочется быть. И значит, в 2025 году вы сможете это продолжить, закрепить, развить, как-то упорядочить. Ведь змея – это мудрость. Это где-то неспешность, неторопливость. Это анализ ситуации. Это нет рывкообразных действий, нет импульса. Если дракону это было свойственно, то змея, она думает, как... И она совершенно права, потому что наспех добрые дела не делаются. Поэтому и мы будем как-то организовывать свою жизнь с учетом наших желаний и с теми возможностями, которые у нас есть. Давайте мы посмотрим с вами на картах, забежим немножко вперед, для того, чтобы видеть, как будут развиваться события для планирования дел, малых и больших. Позже мы сделаем еще не один с вами расклад, но я думаю, мне, к примеру, это интересно, я так думаю, и вам, кому-то, пусть не всем, но большинству тоже интересно немножко заглянуть вперед. И первый наш вопрос. Что завершится? Или, мои дорогие овны, от чего вы, быть может, откажетесь сами? Достанем первую карту. Так, пока не открываю. Что нового войдет в вашу жизнь? И какое будет важное событие? Чем вам запомнится 2025 год? Второй триплет карт. Мы спросим, каковы неожиданности, с чем мы можем столкнуться. Или какие энергии, может быть, внезапно будут превалировать. Может быть, и с начала года. Итак, неожиданности. Что вас будет радовать? И что вам будет помогать именно как в помощь? И третий триплет. Первая карта у нас будет, что вам может помешать осуществить задуманное или какой-то план. Возможно, это энергии какие-то или, может быть, и какая-то конкретная данность. Итак, что вам может помешать? Событие, которое изменит вашу жизнь. И последняя карта – событие, которое заставит измениться вас самих, может быть. Итак, давайте будем смотреть. Любопытно и мне, и вам, что же завершится или от чего вы можете сами отказаться. Нулевой аркан – дурак. Ну вот, наверное, вот если говорят импульс, но это нулевой аркан очень хорошо это характеризует. Есть импульс, есть желание что-то осуществить, но не случайно эту карту, пусть не в этой колоде, но так в целом, если суммарно мы берем, это хаос перед началом творения. Творение еще не началось, и вот этот хаос, который предшествует, какая-то турбулентность, сумятица, нет какой-то слаженности, нет логической цепочки действий. Вот это завершается. Вы можете сами отказаться от того, что я теперь буду действовать не на основе вот
если мы про импульс, на основе какого-то своего сиюминутного желания, или если прежде вы так действовали, допустим, вот родилась какая-то идея, и где-то мы уже идем ва-банк, до конца не просчитали, может быть, не продумали, или не проконсультировались, смотря чего касается вопроса или дела. Когда мы именно не успеваем что-то додумать или просчитать, а уже ринулись в бой, вот где-то этим импульсным энергиям не будет места. Вы можете сами отказаться от каких-то проектов, мои дорогие овны, которые нулевые, которые не имеют прогресса, то, что не служит какому-то продолжению. Вот это правда, в год змеи вы будете более, может быть, даже где-то замедлены, будете, самое главное, более продуманы. Вам не захочется собой рисковать. Вот риск какой-то, он завершится, это точно. Смена энергии. Но я должна сказать, что многие из вас, по крайней мере, некоторые, так это точно, уже я делаю расклад на середину 2024 года, конец июля, и уже где-то теперь вы, может быть, не даете себе отчет, но какую-то внутреннюю трансформацию многие могут чувствовать, что что-то меняется, не работает какая-то прежняя моя схема. Или если я действую как прежде по какому-то, ну, условно говоря, шаблону, то у меня тоже почему-то не получается осуществить то, что я хочу. Вот нужны какие-то совершенно другие, как и активность, как и продуманность ваших действий, ваших желаний, какие-то совершенно другие энергии. Может быть, вы еще на середину 2024 года еще не продумали свою стратегию, тактику, а до конца как раз вы с этим определитесь. Что же нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие овны? Деньги. Прекрасная карта. Карта победы. Любая 6 – это победа, это успех. Шестерка пентаклей. Одна из лучших карт в колоде на работу и на получение финансов. Или на решение вопросов о финансах. И нужно сказать действительно, даже планетарно, этот период 2025 года будет продолжаться какая-то ваша история, исходя из того, чтобы либо увеличить свой доход для тех, у кого бизнес или свое личное дело, значит тоже вот этот эквивалент денежный. А деньги это у нас не что иное, как один из способов взаимодействия с миром. Кто-то из вас будет строить много планов или переводить вот эти планы из какой-то импульсности в какую-то конкретику. Вы будете просчитывать, если чувствуете, что да, дело выгорит, определенно стоит что-то продолжать. Но значит нужно либо создать тезис-план, либо бизнес-план, либо более продуманному быть в действиях, чтобы чего-то не упустить. У нас профессионал показан, который конкретно занят заработком. С другой стороны, карта где-то говорит, что могут люди, глядя на ваш успех, ведь все же это всегда успех, повторяю, шестерка, и здесь по финансам успех. Значит, кто-то как может, ну, попутно говоря, взять ипотечный кредит, кто-то, наоборот, может быть, закрыть какие-то долговые обязательства, а кто-то из вас дополнительные источники дохода для себя откроет. И люди, которые видят, что вы успешны в этой области, могут просить у вас денег в долг. Я это говорю, потому что сама карта говорит, обратите внимание, тянутся руки к деньгам. И карта не предусматривает, что мы кому-то даем в долг, даже крупные суммы. У вас дела идут хорошо, нам об этом говорит карта. И уверенность в собственных силах может где-то замылить глаза, или человек таков, что вы не можете отказать. А может быть, в некоторых вопросах вам придется как раз отказывать, потому что рука дающего может стать рукой просящего. Помни об этом. Вот так буквально говорит эта карта. Поэтому с деньгами быть аккуратными. Но если что нового войдет в вашу жизнь, то обустроить себе финансовый успех для вас будет абсолютно точно какие-то возможности. Я это подтверждаю, потому что и где-то планетарно, повторюсь, об этом тоже, как по звездному расписанию, удачный период. Давайте мы узнаем, что же за важное событие будет у вас или чем вам запомнится 2025 год. Рациональностью, тем, что, опять же, нет импульса по этой карте. Вы кардинально пересмотрите свое отношение к людям.
свое место в социуме. По этой карте вы станете более молчаливыми. По этой карте вам не захочется с собой рисковать. По этой карте, наверное, для вас не единожды для кого-то будет посещение юристов или адвокатов, когда не захочется, опять же, из желания себе навредить, а сделать что-то более пунктуально, более четко. Есть и такой момент, что вы можете отказаться таки сами от каких-то отношений или в чем-то поставить точку. Вам запомнится 2025 год, как, с одной стороны, смена энергетики от импульса к продуманности, от, может быть, тех действий, которые вы делали где-то по наитию, к абсолютному рационализму. Вот точно как по змее. Если мы говорим энергетика года змеи, это более мудрая и продуманная сила. И где-то королева мечей соответствует как раз этому. Вы можете пойти учиться. Для кого-то это будет буквально учебное заведение, для кого-то, может быть, или второе, допустим, образование, или третье даже, да. А для кого-то из вас это курсы приобретения знаний тоже идет по этой карте. По этой карте, если мы говорим, не захотелось рисковать, значит, любую информацию вам захочется самим перепроверить. Правда, вы можете изменить статус за 2025 год. Для кого-то эта смена статуса будет, может быть, через личную жизнь. И здесь у каждого по-своему. Кто-то может выйти замуж или жениться, но для тех, у кого отношения утратили былую привлекательность, тут как раз вы можете завершить их. И я бы сказала, даже те, которые завершат, могут совершенно по-другому, возможно, начать какую-то другую свою историю. Но мы вперед не забегаем. По королеве мечей она умеет работать с информацией. Совершенно смена цикла, смена энергий, смена как и статуса, так и вашего взгляда на жизнь. Для самих себя вы определите, что я бы прежде действовал или действовал совершенно иначе, а здесь вам захочется неторопливости. Вы поймете, что да, действовать придется где-то в одиночку, но этим Овна не напугать. Но если раньше вы бы брали реванш штурмом каким-то, то здесь вы будете что-то продумывать на мелочей. И, возможно, эта метаморфоза вас в самих себе удивит. Неожиданности. Вы можете столкнуться с разными людьми. Вам не захочется с ними спорить. Если бы прежде такая энергетика была, что хочется доказать, может быть, кому-то, или наоборот, знаете, от каких-то вопросов дистанцироваться, то здесь вы какие-то вызовы вы можете рассматривать вот как королева мечей, хладнокровно, очень расчетливо, не говоря никому о своих дальнейших планах или как вы собираетесь действовать. Для кого-то из вас, мои дорогие, может быть желание отомстить, правда, с учетом вот этих двух карт. И если даже персона этого заслуживает, это нужно будет сделать аккуратно. Потому что, правда, в неожиданностях вы можете столкнуться с людьми, которые, с одной стороны, ведут себя пафосно всегда, по рыцарю мечей. Это те, которые нам пытаются преподнести какую-то ложную информацию, выдавая ее за успешную. Или когда нас могут склонять к какому-то действию, чтобы мы с чем-то согласились, а у человека есть свой какой-то интерес. Просто грубо вот интерес и все. И он использует разные методы. Кто-то из вас будет более устойчив к тому, что, например, кто в одних случаях вам льстят в глаза, а в других случаях, наоборот, пытаются вам угрожать. Вот какова бы ни была ситуация, много будет разных людей. Вот в неожиданностях именно люди себя будут вести как-то неподобающим образом. И вы будете на них смотреть совершенно, знаете, как свысока, спокойно. Где-то про себя думая, ну давай, рассказывай.
Я тебя послушаю и потом сделаю выводы. Для кого-то по работе могут быть, и где-то к этому нужно быть готовым, какие-то проверки, если вы занимаете определенные должности, отвечаете за коллектив, допустим, вы руководитель, то тогда вот эта энергетика королевы мечей, она совершенно для вас необходима. Ведь это прообраз Юдифи, та, которая вошла в историю именно потому, что благодаря продуманности и где-то продуманности действий и где-то молчаливости никто не знал, что она собирается делать. Это ей помогло стать историей на долгие века, так и с другой стороны, самое главное, осуществить задуманное. Вот такие энергии, они будут для вас важны, потому что как будто ваш социум или ваше окружение вас может вынуждать измениться. Может быть, вы бы и не собирались с учетом вот нулевого аркана какие-то подобные смены производить самим собой или как-то менять отношение, привычное вам к людям. А здесь люди учат жить правильно. Люди учат жить тому, чтобы ну, где-то собой не рисковать. Кто-то может пытаться, зная ваш характер, спровоцировать на вас на какой-то более такой яркий импульс, а он просчитается, потому что вы уже как будто можете на пару шагов предвидеть, чем закончится дело. Вы будете очень интуитивны, мои дорогие. И по королеве мечей, если мы говорим, что важное событие, чем вам запомнится, это еще карта интеллекта, когда вот мы можем просчитать на пару шагов вперед. И это будет сильная позиция. Поэтому, если мы говорим про неожиданности, люди вот с таким совершенно разным отношением, как и к вам, как и к жизни, какую-то свою стратегию, тактику или точку зрения пытаются продавить любым путем, но с вами этот фокус не пройдет. Поэтому хоть и неожиданности через людей приходят, но у вас сильная позиция, мои дорогие овны. Что же будет вас радовать? Тот, кто планировал, это восьмерка кубков, тот, кто планировал осуществить свой переезд или... Если мы говорим про отношения, те отношения, которые уже подходят к концу, когда нет ни взаимопонимания, когда, ну, одни разочарования, вот вы что-то можете завершить. Кто-то из вас поменяет работу, кто-то из вас отправится очень далеко и, может быть, в другую страну, где люди говорят даже на других языках, и вам придется адаптироваться, но вам это все помогает. Для кого-то из вас конкретно работа, связанная с поездками, с какими-то командировками или когда много передвижения, вам тоже помогает. Вы легки на подъем, и вам это тоже, мои дорогие, помогает. Вас это радует. Для вас будет радовать приезд, может быть, человека к вам радостным. Или какая-то история, которая продолжается по восьмерке кубков совершенно в другом ключе. Вы сами в другом качестве. Вас будут радовать какие-то новые люди, новые встречи, смена вот какой-то парадигмы или шаблона, или когда вам самим захочется больше путешествовать, видеть этот мир, расширять кругозор, попробовать себя в новом деле. Все то, что не рутина, все то, что ну, где-то не заскорузло, не застарело, а то, что с элементом новизны, оно будет как минимум вас интересовать. И вот интересно, да, вроде бы как новое входит на ваш порог, но вы встречаете вот это новое совершенно в других энергиях. Нет места импульсу. Вы как королева мечей. И даже если меня смотрят мужчины, все равно мы ведь не определяем по полу карту. Это вот энергетика, все то, что я перечислила, когда вы очень предусмотрительны. И где-то даже ваш социум или ваше окружение может заметить, насколько вы изменились. И будут думать, каким же образом теперь взаимодействовать с вами. Тут действительно какие-то изменения происходят. Что же, какие энергии вам вот конкретно помогают? Что вам в помощь идет? Мне нечего добавить, старший аркан сила. Да, где-то эго свое придется уравновесить. Лев на коленях у нашей прекрасной девы. И хоть это, конечно, карта великого манипулятора, безусловно, но самое главное что? Со всеми договориться, себе не навредить. Это то, с чего мы начали наш расклад. И, может быть, где-то приходится причесать наши собственные желания или те импульсы, которые рвутся наружу. Но вы видите, зачем это нужно. Вы видите, мои дорогие, у вас будет работать хорошо
интуиция. Вам буквально это будет как и помогать, так и где-то соломки может подстелить. Ведь мы смотрим на далекий период, на целый год. Поэтому вот такие энергии искусственного манипулятора, они вам, безусловно, помогают. Они вам помогают, когда вы, может быть, в каком-то деле или вопросе решите отступить полшага назад и пронаблюдать, как без вас дальше разворачиваются события. И через какой-то период выйти на авансцену. Вот где-то 2 шага вперед, шаг назад. Вот такой танец жизни, он может предусмотрен быть именно по карте сила. Все зависит от обстановки, от ситуации, в которой вы находитесь. Несомненно, ваше преимущество, но еще и более несомненно, когда мы сами себе не мешаем. Это где-то позиция серого кардинала, который руководит всем, но сам он не заметен, он в тени. От начала и до конца сильная позиция, повторяюсь, и эти энергии вам помогают. Хорошо, давайте узнаем, что же может помешать аркану умеренности. Когда мы ничего не делаем, сидим и выжидаем, вот где-то так. Да, по аркану умеренности происходят как не случайные случайности. Но можно по-разному, да, встретить вот такие случайности. Иногда это как высшие силы помогают. Мы стремимся осуществить какой-то проект или чего-то добиться, или, по крайней мере, какие-то пусть медленные, но действия предпринимаем, иными словами, идем вперед. А можем просто сесть и чего-то выжидать. Но это не совсем ваша энергия, это старший аркан, то есть выжидательная какая-то позиция вам действительно может помешать. Или когда мы надеемся на провидение, мои дорогие, все же по этому аркану именно идет как, ну, назовите это помощь высших сил. Пожалуй, как в той поговорке, мои дорогие овны, на Бога надейся, но сам не плашай. Или сказал Бог, чтобы ты и сам помог. Себе имеется в виду. Поэтому все то, что я сказала до этого момента, оно действительно по этой карте подтверждается. Вот особенно по карте сила. Хорошо, событие, которое изменит вашу жизнь. Шикарно. Праздник после победы. Люблю эту карту в любых номинациях, в любых колодах. Сам по себе праздник, сама по себе победа. Какой-то проект у вас, не один, мои дорогие, получится. Когда вы и можете изменить статусы по работе, как и в личной жизни вы какие-то перемены позитивные проведете или изменения, когда решите какой-то финансовый вопрос, когда в целом благополучие для вас будет организовано в каком-то новом ключе, в новой форме. У кого-то, может быть, смена недвижимости произойдет с учетом 8 кубков. Что бы вы тут ни загадали, событие, которое изменит вашу жизнь, праздник, это реализация проектов. Поэтому точно несколько проектов у вас будут реализованы, и в целом, это у нас уже нам сказали, да, вопрос был, что нового войдет в вашу жизнь. И по 6 пентаклей нам сказали финансовый успех. Но и, собственно, событие, которое изменит вашу жизнь, как раз праздник после победы. Обе карты говорят оба благополучия, мои дорогие. Давайте посмотрим события, которые заставят измениться вас. Ну вот и теперь мне просто нечего добавить. Карта императрицы, карта благополучия, карта добрых энергий. Но знаете, я бы сказала так, все же эта карта, это как символ нового «я». Организация своей жизни по-другому, по-новому. И в самом первом ряду мы говорили о том, что какая-то внутренняя трансформация постепенно, так ненавязчиво, в течение 2025 года, года змеи, в вас проходит, когда не хочется собой рисковать. Так вот, императрица, она собой не рискует. И это когда мы надеемся сами на себя. Ну, этим ваш знак не удивишь, но императрица никогда не будет себе делать что-то во вред. И вы действительно можете изменить статус, кто-то получит должность, кто-то из вас реализует творческий проект, кто-то из вас реализует финансовый проект, почему нет? Или, может быть, вы пишете диссертацию, значит, вы ее защитите. Или вы станете мамой для девочек моих дорогих, такое тоже может быть, и изменится статус. Кто-то может жениться или выйти замуж. Конечно, я допускаю, может быть, и обратные какие могут быть действия, но все же по императрице
когда мы все равно будем в паре. Когда, пусть, может быть, не в течение 2025 года, но для кого-то произойдет такая метаморфоза. Повторяюсь, я уже об этом говорила. Прежний союз, который уже распался, и нечего удерживать. Вы завершите, и начнутся какие-то новые отношения. Вот это правда. Личную жизнь изменить, мои дорогие овны, у вас к этому будут все предпосылки. Все остальное лишь зависит от вашего желания. В целом, праздник после победы и благополучия. Приходит 2025 год в вашу жизнь. По крайней мере, такова энергетика карт и ваша сильная позиция. Самые главные, наверное, арканы, вот такие очень важные, старшие, да, которые вот идут, ложатся на перспективу, завершается нулевой как раз. А карта сила, карта императрицы, что может быть лучше. И даже если вокруг хоть камни с неба, вы все равно идете своей дорогой, вы добиваетесь своего. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.